Ташкент в шоке. Что будет с Узбекистаном, если уйдет Шавкат Мирзиёев? Узбекистан стоит перед потенциальным политическим вызовом, который может изменить весь курс развития страны. Президент Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти в 2016 году после смерти Ислама Каримова, провел масштабные реформы, которые затронули экономику, политику и международные отношения. Однако что произойдет, если он уйдет с поста президента? На этот вопрос нет однозначного ответа. Возможные сценарии развития событий могут варьироваться от продолжения реформ до возврата к жесткому авторитаризму. Не исключены внутриполитические конфликты и борьба за власть между различными элитными группировками. Этот материал анализирует возможные последствия ухода Мирзиёева, рассматривает политические, экономические и социальные риски, а также влияние международных факторов на будущее Узбекистана. Исторический контекст. От Каримова к Мирзиёеву 1.1. Эпоха Ислама Каримова, контроль и изоляция. После распада СССР Узбекистан получил независимость в 1991 году, а Ислам Каримов стал первым президентом страны. Его правление длилось 27 лет и характеризовалось жестким контролем над политической системой, ограничением гражданских свобод и экономической изоляцией. Основные черты эпохи Каримова — подавление политической оппозиции, отсутствие свободных выборов, государственный контроль над СМИ и ограничение свободы слова, ограниченные отношения с международным сообществом, сильный акцент на национальной безопасности, борьба с исламским экстремизмом, центральное управление экономикой, высокая роль государственных предприятий. Политическая система, построенная Каримовым, исключала возможность конкурентной борьбы за власть. Все ключевые государственные посты занимали его доверенные лица, а система безопасности полностью подчинялась президенту. Экономическая модель Каримова базировалась на принципе самодостаточности, что привело к замедлению темпов роста, снижению уровня жизни и высокой безработице. Приход к власти Шавката Мирзиёева, политика реформ после смерти Каримова в 2016 году, исполняющим обязанности президента был назначен Шавкат Мирзиёев, ранее занимавший пост премьер-министра. В декабре того же года он выиграл президентские выборы, получив более 88% голосов. Основные шаги Мирзиёева — либерализация экономики, отказ от жесткого валютного контроля, улучшение отношений с соседними странами, урегулирование конфликтов с Кыргызстаном и Таджикистаном, борьба с коррупцией, изменение работы силовых структур, смягчение цензуры, частичное расширение свободы СМИ, развитие предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций. В отличие от Каримова, Мирзиёев сделал ставку на открытость экономики, что позволило Узбекистану улучшить позиции в международных рейтингах. Однако политическая система осталась жестко централизованной, и вопрос преемственности власти остается открытым. Политическая ситуация и борьба за власть. Возможные кандидаты на пост президента. Если Мирзиёев покинет пост президента, борьба за власть может перерасти в серьезное политическое противостояние. Основные потенциальные преемники — Абдулла Арипов, нынешний премьер-министр, один из главных лиц экономических реформ. Абдусалом Азизов, бывший глава СГБ, близкий к силовым структурам. Семья Мирзиёева — возможен сценарий, при котором власть перейдет к кому-то из его родственников. Новые лица из элит — возможен неожиданный кандидат из числа молодых реформаторов. Варианты политического развития продолжения реформ. Если преемником станет один из ближайших соратников Мирзиёева, реформы могут продолжиться, а страна сохранит нынешний курс. Внутриполитическая борьба. Разные элитные группы могут вступить в противостояние, что приведет к нестабильности и политическому кризису. Возвращение к жесткому авторитаризму. Если власть перейдет к силовикам, возможен откат к временам Каримова, усиление контроля и ограничение реформ. Экономика Узбекистана, перспективы и угрозы. Основные реформы Мирзиёева. Экономические изменения при Мирзиёеве включали свободную конвертацию сумов,
ликвидацию системы принудительного труда, привлечение иностранных инвестиций, развитие туризма и международной торговли. Эти шаги позволили Узбекистану войти в список наиболее быстрорастущих экономик региона. Возможные риски при смене власти. Отказ от реформ. Новый лидер может заморозить экономические преобразования, что приведет к замедлению роста. Рост коррупции. Если элиты начнут борьбу за ресурсы, инвестиционный климат ухудшится. Давление на бизнес. В случае возврата к жесткому контролю предприниматели могут столкнуться с проблемами. Внешние факторы. Роль России, Китая и Запада. Москва заинтересована в стабильности Узбекистана. Возможные действия России, поддержка нового лидера, если он ориентирован на Кремль. Вмешательство в случае геополитического отклонения от российской сферы влияния. Пекин вложил значительные инвестиции в Узбекистан и хочет видеть страну стабильной. Однако в случае кризиса может снизить свою экономическую активность. США и Европа поддерживают курс на реформы, но не готовы вмешиваться в ситуацию. Возможные сценарии будущего: преемственность власти и продолжение реформ. Политический курс остается прежним, страна продолжает развиваться. Борьба элит и нестабильность. Внутренний конфликт может привести к экономическому кризису. Возврат к авторитаризму. Усиление контроля, сокращение политических свобод. Заключение. Сценарий будущего Узбекистана после ухода Мирзиёева зависит от множества факторов. Вопрос о преемственности власти остается открытым, а исход политической борьбы может определить судьбу страны на десятилетия вперед. Если власть перейдет в руки реформаторов, Узбекистан продолжит двигаться по пути модернизации. Однако если элиты вступят в конфликт или силовики возьмут верх, страну может ждать откат к прошлому. Окончательное развитие событий будет зависеть от того, насколько эффективна политическая система страны и как элиты справятся с вызовами, стоящими перед государством. Международные связи укреплены, а экономика получила новые возможности для роста. Несмотря на эти шаги, политическая система остается закрытой. Контроль над СМИ ослаблен лишь частично, а оппозиция по-прежнему не имеет реального влияния на политические процессы. Вопрос о том, что будет после Мирзиёева, остается открытым. Что изменится после ухода Мирзиёева? Если президент покинет свой пост, страну ждет сложный переходный период. Политическая система Узбекистана не предполагает открытой борьбы за власть, а это значит, что процесс смены руководства может сопровождаться напряженностью. Основные сценарии развития событий включают продолжение реформ, борьбу за власть между элитами или возврат к жесткому государственному контролю. Если новый лидер продолжит политику Мирзиёева, страна сможет сохранить экономический рост и международные связи. Однако, если власть окажется в руках силовиков или старой элиты, возможен откат к прежним методам управления. Вопрос о преемнике остается ключевым. Если будет выбран человек из ближайшего окружения Мирзиёева, реформы могут продолжиться. Если же борьба за власть разгорится среди различных группировок, это приведет к политическому кризису. Экономика после смены власти реформы, начатой Мирзиёевым, дали положительный эффект. Узбекистан привлек иностранных инвесторов, улучшил деловой климат и начал активно развивать частный сектор. Но экономика остается хрупкой. Если новый лидер не сможет удержать курс на модернизацию, возможно снижение темпов роста. Инвесторы могут начать выводить капитал, а бизнес столкнется с новыми ограничениями. Если преемник сохранит приверженность реформам, страна сможет укрепить свои позиции в регионе. Однако, если будет принято решение вернуть государственный контроль над экономикой, это приведет к кризису. Главный риск – внутренняя нестабильность. Если борьба за власть затянется, экономика окажется под ударом, а страна может столкнуться с оттоком капитала и снижением доверия со стороны международных партнеров. Роль внешних игроков: смена власти в Узбекистане неизбежно привлечет внимание международных сил.
Россия заинтересована в сохранении стабильности, но будет пытаться усилить свое влияние в стране. Если новый лидер окажется пророссийским, Москва получит больше возможностей для геополитического контроля. Китай рассматривает Узбекистан как важный экономический партнер. Пекин вложил значительные инвестиции в инфраструктурные проекты и заинтересован в том, чтобы страна оставалась стабильной. Любая смена власти, которая поставит под угрозу китайские интересы, вызовет реакцию со стороны Пекина. Запад поддерживает политику реформ, но не готов активно вмешиваться в ситуацию. США и Европа заинтересованы в том, чтобы Узбекистан двигался по пути либерализации, но их влияние ограничено. Если новый лидер будет настроен на сотрудничество с Западом, это может привести к экономической модернизации. Однако, если страна вернется к закрытой политической системе, отношения с Западом могут ухудшиться. Сценарий будущего смены власти в Узбекистане может привести к разным вариантам развития событий. Продолжение реформ возможно, если новый президент будет придерживаться политики открытости. Экономика сохранит рост, а международные отношения останутся стабильными. Борьба за власть между элитами может привести к политическому кризису. В этом случае возможны кадровые перестановки, ослабление реформ и нестабильность. Возвращение к авторитарному управлению станет вероятным, если силовые структуры получат больше влияния. В этом случае возможны новые ограничения в экономике, политике и социальной сфере. Какой сценарий реализуется, зависит от того, насколько эффективно будет организован переход власти и кто окажется у руля страны. Заключение: будущее Узбекистана после ухода Мирзиёева остается неопределенным. Политическая система страны требует модернизации, но вопрос преемственности власти остается открытым. Если новый лидер сможет продолжить реформы, Узбекистан укрепит свои позиции в Центральной Азии. Однако, если борьба за власть приведет к нестабильности, это может отбросить страну назад. Многое будет зависеть от того, как пройдут ближайшие годы. Узбекистан находится на историческом перепутье, и выбор пути развития будет определять его судьбу в долгосрочной перспективе.